Понимаю, смысл снять такой ролик, если у всех команд написано свои предназначения. Ну скажите, у каждой было такое. Так. В смысле? Что я сделал не так? Короче, я вам покажу, как работают все команды в Minecraft Bedrock, и покажу, что из них можно создавать. Даже если уже разбираешься в командах, оставайся до конца видео, может еще что-то новое узнаешь. Будет очень интересно и смешно. И что я делаю на деревне, я же не фрусток. Начнем, пожалуй, с команды Give. Самая легкая и простая. Она дает любые предметы к нам в инвентарь. Тут у нас выборы, кому дать. Собака А дает всем игрокам, по ближайшим игроку. Е мобам, хотя зачем она тут, если у мобов нету инвентаря. Короче, S это вы, то есть мне, хотя зачем можно дать ближайшему игроку. Вот давайте мы его напишем, затем пишем, что хотите получить, например, алмазный блок, пишем по-английски diamond блок, а затем сколько штук. Я хочу 1 стак. Давайте 64, еще можно указать какой вид цифрой, но из-за того, что у алмазного блока нету больше других видов, можно ничего не писать. Во, у меня теперь куча алмазов, ура, я крутой! Есть забавная команда камеры Shake, которая трясет нашу камеру, как будто землетрясение. Можно, кстати, еще увеличить тряску, для этого пишем сюда вот 4, это максимум, затем сколько секунд, например, я хочу бесконечно, таким образом вы можете троллить кого-то, а чтобы остановить, просто ставите на стоп. Фух, как полегчало. Команда spawn point ставит точку спавна, когда мы умираем, для этого мы должны прописать координаты, включаем их. Вот у меня они 4, 5, 6, запоминаем их и пишем их туда. И активируем. Слышите, зомби, пожалуйста, сожрите меня. И как мы видим, я появляюсь там, куда ставил точку появления. Блин, теперь это надолго. Asset spawn point ставит точку появления мира, clear spawn point убирает прежнюю точку спавна. Команда телепорта, она нам позволяет телепортироваться, пишем координаты, либо ник игрока и телепортируемся. Ё-моё, где это я? О, деревня. Есть еще одна сокращенная версия ТП, самая популярная. Зачем тогда телепорт существует, если они практически одинаковые? А теперь, короче, мне нужен командный блок. Тест for проверяет, находится ли сущность в обозначенной точке. В смысле, если написать игрок и на квадратных скобках можно написать радиус на сколько-то блоков. Например, давайте 3 блока. Если все это написать в командный блок и зациклить и поставить рядом компаратор, то он начинает загораться, когда мы подводим на 3 блока ближе. Типа из этого можно делать крутые механизмы там. Тест for блок то же самое, но только он уже находит рядом блоки. А чтобы поставить по сам блок куда-то, поможет сетблок. Пишем координаты, можно просто 3 змейки, чтобы поставить туда, где мы стоим. И какой блок? Давайте, например, обычную дверь. Он у нас пока что закрыт, и мы можем поменять его направление, если написать сюда цифру, например, 2. И как мы видим, он теперь на противоположной стороне, и так можно делать до 15. А с помощью fill можно заполнить быстрое пространство блоками. Для этого пишем координаты нижнего угла, а затем верхнего, и какой блок. И таким образом можно сократить трату времени, когда создаете большие долгие строения. Если написать вместо блока air типа воздух, то он у нас просто очистит пространство. Покойся с миром, деревня. Что у нас тут смотришь? Клон копирует выбранную вами территорию. Здесь точно так же, как на команде fill, пишите координаты углов и координаты, куда хотите расположить. Блин, хотел сюда, а получилось криво. С помощью locate можно находить разные структуры Майнкрафта, например, деревню, и нам дается координаты, где он находится. Затем телепортируемся туда, пишем координаты на середине, это у нас высота, вот поэтому там написано на языке пришельцев, поэтому вместо него можно написать змейку, либо 100 активируем, и как видите, мы нашли деревню. Ура! Вау, тут даже кузница есть. С помощью тайма можем управлять временем, как Рик и Морти. Для этого тут у нас есть это скорость времени, например, если написать 1000 и все это зациклить, у нас дни будут вращаться. Офигеть просто. Asset меняет время на день и ночью. Dialog True останавливает время, а Fails включает время. Always Day то же самое. Weather управляет погодой, тут уже объяснять нечего. Toggle Downfall тупо меняет погоду. С помощью фога можно менять цвет тумана в разных биомах, например, можно сделать туман как в Эндермере. Сами названия тумана можно найти, если поискать в файлах игры. Пишем патч, затем рандомное название тумана, допустим LOL. Просто жуть, офигенно просто. А чтобы выключить этот туман, пишем просто remove LOL. Ну вы поняли. Title это у нас надписи на экране, например, Action Bar это типа субтитры снизу, а Subtitles это слегка, а просто Title это надписи на середине экрана. Play Animation моя одна из самых любимых команд, он воспроизводит анимацию мобом к другим мобам, ну типа дельфин плавает, двигает своим телом как дельфин, и мобы тоже теперь двигаются как дельфин, если прописать эту команду. Либо можно сидеть где угодно с помощью этой команды,
если что, анимация езды на лошади, а это вот я лежу. Все эти анимации тоже можно найти в файлах игры. Просто заходите и копируете вот этот вот анимейшн. Затем вставляете его вот сюда вот. И давайте пишем любой символ, давайте A, затем 99. И как видите, мы с вами теперь можем управлять мобами. Смотрите, как это забавно выглядит. Да, прикольно. PlaySound воспроизводит звуки в файлах игры. Например, смотрите, что я нашел. Так ржет Эндермен, когда я посмотрел на него случайно. Обожаю эту команду. Смотрите, как я это все сделал. Находите папку Sounds, там где хранятся все звуки Майнкрафта, затем моб, пишите моб, затем точку, Эндермен, пишите Эндермен, и мне нужен вот этот звук, стер. Да. И не забываем отметить, кому или где воспроизводить этот звук. И оп. Да. Смотрите, даже жителей жутковато стало. Ты слышал? Нет, я думал о смысле жизни. А стоп-саунд останавливает звуки. Заткнись, заткнись, заткнитесь! Эффект дает мощные эффекты, которые нельзя сделать во выживании, если написать, например, speed, это скорость, затем сколько времени будет действовать наш эффект, и мощность давайте на максимум 255, затем можно true, чтобы не были видны частицы. Активируем, теперь я флэш. Enchant дает чары предмету в руках, держим, например, деревянный меч, затем пишем чары и мощность. Давайте теперь опробуем. Эта коза была из тех, кто просто любит жизнь. Теперь мой меч точно из дерева. Replay надевает предметы к любым мобам и игрокам. Например, давайте напишем entity собака p slot armor head, это в голову. Сколько штук и 3. Теперь у меня в голове надет трезубец. Посмотрите, как это трешово выглядит. Неркин, завидуй. Клэр чистит инвентарь, убирая выбранный вами предмет. Если просто Клэр убирает все. Difficulty меняет сложность, Game Mode режим игры, Game Rule правила игры, например, с помощью этой команды можно отключить спам командных блоков. И тут еще куча всего, если покопаться, разберетесь. Опыт дает быть решение быть богом мира, D поднимает решение быть богом мира. Kick банит, Kill убивает, Summon призывает мобов, абсолютно любых мобов. Event дает разные свойства к мобам, например, Крипер сейчас обычный, вот. Если написать вот эту команду, он теперь разряженный. А Тинка стала зомбу. Ну а моб event то же самое, но только контролирует, какие события мобов разрешено запускать. Райд сажает сущности ездить. Давайте вот эту вот овцу пишем. Собака E type sheep. К1 это ближайшая овца. Затем start riding. И куда хотите посадить. Например, давайте вот лето пишем. Собака E boat. И телепорт райдер. Та-дам, наша овечка в лодке. И последняя команда execute воспроизводит команду от имени игрока или сущности, в смысле пишем команду, затем сущность, и у нас будет вот эта свинка, например, мы пишем точно так же, затем 3 змейки и любую команду, например, сет блока. Если написать высоту -1, вы увидите, что будет сейчас короче. Как вы видите, теперь под свинкой ставятся алмазные блоки, когда она ходит. Я сказал, когда она ходит, какие давай. Молодец. Посмотри вот это видео, если нечего смотреть, оно очень интересное. Всем пока.